Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Они предновогодние, особенно аналитичные подходы. Мы в них, собственно, вкладываем. Геннадий М. прямо сейчас на связи. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. С удовольствием с вами встречусь, с вашей аудиторией. Геннадий, начать, ну так уж события диктуют, нужно с встречи Трампа с Зеленского. Почему нужно? Потому что это вот вроде как такой политический финал года, который прошел под знаком контактов, переговоров после инаугурации Трампа в уходящем 2025. Но ровно так, как и при первой встрече, да, примерно год назад со скандалом в овальном кабинете, запуском второго Стамбула, контактов после этих вечных переговоров, казалось бы, да, продлившихся, мы не пришли ни к какому результату. Как вы думаете, почему? И что вообще дала нам вот эта кавалькада, вот эта прям очередь пулеметная на протяжении года из разных контактов по урегулированию российско-украинской войны? Здесь надо понимать основные задачи участников этого переговорного процесса и этого конфликта. И кое-что изменилось в последнее время. Ну, во-первых, что изменилось? Основная ситуация вся развивается, как ни странно, вокруг Китая. США уже достаточно сильно озаботились тем, что делает Китай. А Китай создает свою мировую гегемонию, альтернативную финансовую систему, альтернативную экономическую реальность, искривленную в сознании руководства Соединенных Штатов. И поэтому с Китаем надо решать вопрос быстрее. Какие косвенные... Я сейчас перейду к Украине, вы не подумайте. Какие косвенные признаки, что все идет именно к этому? Во-первых, США увеличили в несколько раз поставки вооружений на Тайвань. И это прямо вот видно очень сильно. Летят туда как военные борты, идут корабли, поставляются системы Patriot, которые Украина никогда не дождется, потому что, ну, понятно, они не резиновые, их ограниченное количество. Но США заставляют европейских партнеров подлатать ПВО Украины и просто такие вот настойчиво заставляют вымывать системы Patriot, которые есть у европейских стран, у натовских стран, вывозить их в сторону Украины. Теперь, что касается отношения к Зеленскому. С первых дней, когда Трамп пришел в Белый дом, у него стояла задача Зеленского поменять. Не то, чтобы избавиться, он ему не нравится, там как-то его уничтожить, но стояла задача его поменять на какое-то другое руководство. И с тех пор, как Трамп стал быть озабочен проблемами мира, эта задача, она трансформировалась и она изменилась. Смысл заключается в том, что сейчас менять руководство и всю политическую систему, которая в условиях жесточайшего кризиса и военных действий сложилась на украинском политикуме, очень опасно. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Хотя там трудно назвать эту ситуацию, которая сейчас на украинской территории происходит, революционной, потому что народ забили до такой степени, там революцию делать некому, ну, фактически вообще некому. Поэтому главная задача в отношении России для США остается это торг, ослабление, дальнейшее ослабление России, экономическое ослабление России и приведение ее к такой позиции, когда Россия сама захочет договариваться, то есть политическое руководство России самостоятельно захочет договариваться с Соединенными Штатами о том, как дальше жить. Поэтому настоящая задача американской администрации, и это не скрывается, привести Россию в состояние, когда она не сможет оказывать дальнейшее сопротивление, когда она сама захочет свернуть все боевые действия и договариваться с Соединенными Штатами на очень невыгодных для России условиях. Поэтому, если кто-то вам рассказывает, что Трамп спит и видит, как поменять Зеленского, что он ему надоел, что он его не устраивает, что он
вставляет ему палки в колеса, поскольку у Трампа стоят задачи подойти к выборам осенним, который будет в США, промежуточным выборам в парламент уже с сильной позицией, что он остановил этот конфликт, то это все неправда. Больше всего Соединенные Штаты и Трамп в частности боится сейчас потерять вот как бы тот режим, который сейчас, да, в украинских органах власти создан, он видится незаменяемым в данной ситуации. То есть, если сейчас начать ворошить украинский истеблишмент и пытаться там что-то менять, заменять, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Там могут выступить различные силы на украинской политической сцене, которые могут привести просто к тому, что государство само обвалится. А это Соединенным Штатам вообще никак не выгодно. Потому что карта Украины еще не отыграна. Украина – это достаточно сильный партнер Соединенных Штатов в деле разваливания Российской Федерации. То есть в деле приведения Российской Федерации к такому состоянию, когда она будет соглашаться на любые условия, которые будут Штаты назначать. Поэтому то, что делает сейчас Трамп, это давление на Зеленского, чтобы он ему не мешал подписать это самое перемирие. А перемирие ему очень необходимо. Необходимо на год, на два. Ну, в принципе, оно может 2 и не продержаться, но хотя бы на год, для того, чтобы у него были развязаны руки с Китаем. Почему Китай является более страшной угрозой для американского истеблишмента, чем Россия? Потому что Китай в своих руках на сегодняшний момент сосредоточил уже полностью автономно 37 критических технологий из 43. То есть Китай обладает практически всеми критическими технологиями. Китай обладает определенной финансовой, индустриальной мощью, которая реально угрожает Соединенным Штатам Америки. В подтверждение этого я могу вам привести еще тот факт, мы все его знаем, что в пику так называемому G7, вот этой большой семерке, Трамп предложил создать Core 5, то есть C5, куда войдет Соединенные Штаты, Россия, Китай, Индия и Япония. Странно, да? Потому что в объединительные структуры Китая не входит Япония, а это ШОС, это, собственно, сам БРИКС. Ну, и это некий такой китайский консенсус, но он просто... Почему Японию он туда включил? Потому что Япония является открытой страной для стран Большой Семерки, и он хочет встроить Японию в этот Core 5 как финансовый центр. Для чего ему это надо? Для того, чтобы отнять у Китая возможность быть вот этим самым финансовым центром, потому что вы знаете, что когда идет глобальное противостояние между разными центрами силы, то именно финансы являются здесь ключевыми. В любом деле, вот даже в построении цифрового концлагеря главным являются деньги. Не какие-то там ваши свободы, даже не информация, не связь, не промышленность. Это все вообще легко управляется. Деньги. Потому что посредством денег можно управлять всем чем угодно. Поэтому и создана Core 5. И дальше стоит задача у Трампа разъединить Китай от России и Россию от Китая. Их нужно разъединить. Почему? Потому что всем замыслам, которым следуют те люди, которые стоят за Трампом, а вы понимаете, чего они хотят. Они хотят понятного мирового господства, мировой гегемонии, не допустить на эту поляну никакие другие силы. Так вот, их планам не может помешать ничего, потому что у них все схвачено. У них во всех странах сидят агенты, у них центробанки подчиняются напрямую, Министерство здравоохранения, любые министерства в любых странах подчиняются напрямую вот этим закулисным силам, которые сидят за Трампом. Но если одна из крупных стран, к которым относятся Россия, Индия или Китай, не захотят следовать в фарватере глобальной политики, глобалистской, то она потерпит окончательный полный крах и фиаско. Поэтому они решили все эти 5 стран, ну, грубо говоря, 3 страны, только Индия, Китай и Россия могут составить какое-то сопротивление глобальным планам, объединить в один блок, который будет очень хорошо и легко контролировать Соединенными Штатами. Они будут прописывать туда регламенты, законы, налоги,
тарифы и все остальное, а финансовый центр вынести в Японию. Это я вам просто вот открыто говорю, как вот сейчас выглядит эта политика. И на фоне этого те, кто думает, что Трамп спит и видит, как ему снять Зеленского, нет, неправда. Трамп не хочет менять украинскую власть вообще никак. Поскольку в том виде, в каком она есть, она более-менее понятна. Она держит ситуацию внутри, потому что, ну, не знаю, то ли тем, что запугали уже украинский народ всевозможными мерами жесткими, потому что там очень сильно расправляются мгновенно с любым инакомыслием, поэтому никого он менять не хочет. Но что он хочет? Он реально хочет подписать сейчас это перемирие. Причем Трамп внутри уверен, что это не будет устойчивый мир, что эта война, она потом возродится и восстановится, когда у США и у союзников США появятся силы предоставить как можно больше оружия, нового оружия, разведывательной информации, дать Украине собрать подготовленную, обученную, сильную армию, а не то, что они сейчас делают из людей, которых просто собрали с улицы. Понимаете? Поэтому сейчас идет давление на Зеленского. И я не исключаю, что посредством своей ФБРовской конторы НАБУ, которая называется, они могут прийти даже в дом к Зеленскому, в его жилище, где он живет, с обысками. Понимаете? Это и будет тем самым методом давления Трампа на Зеленского, чтобы он соглашался и подписывал это перемирие. Но почему вы называете, давайте, потому что вы несколько раз повторили, давайте уточним. На даже итоговой пресс-конференции после встречи четко же сказал Трамп, никакой паузы там на референдум, никаких перемирий, только долгосрочные гарантии. Зеленский торгуется за 15 лет. Сегодня, говорит, предложил Трампу 30, а Трамп вроде как обещал подумать. То есть мы видим достаточно больший диапазон, и Трамп это подтвердил буквально вчера. Ну, вчера-сегодня. То есть мы понимаем, что как бы вот то, что вы называете перемирием, это может выглядеть как прочный и вот этот мир, который хочет подписать Трамп. Ну, надо говорить здесь о двух вещах. О realpolitics, о том, что говорят политики и заявляют, да, и о настоящих планах. Почему сейчас двигается этот мир 15 лет, 30 лет к тому, что говорит Путин? Путин говорит 100 лет. Ну, Путину нужен мир на 100 лет. Мир для чего нужен на 100 лет? Чтобы в течение этих 100 лет никто не угрожал России, чтобы на территории Украины не размещались иностранные военные базы. Да? Ну, это понятно его желание. Зеленский, ему вообще не нужен мир ни в каком виде, понятно, да, потому что если будет продолжаться эта война, будет продолжаться его власть. Вот в том виде, в каком она есть. Поэтому если сейчас говорить там о какой-то легитимности, о каком-то там, ну, например, Верховной Рады и самого Зеленского, ну, формально эти все сроки прошли, но еще можно надувать щеки там до февраля, пока там действует текущее военное положение, но после февраля, я не знаю, как его продлевать, там, кто его будет продлевать, это военное положение, в общем, все очень зыбко, поэтому задача Трампа до февраля, до того самого момента, когда украинский политику может очень сильно заштормить и зашатать, ему важно подписать этот мир. А для того, чтобы ему подписать этот мир, он должен с интересы Зеленского, интересы Путина как-то сблизить. Интересы Путина такие. Ни Путин, ни Зеленский. Почему Трампу так тяжело? Потому что ни Путин, ни Зеленский не собираются подписывать никакой мир. Никакой мир России не нужен. И нынешнему руководству Украины никакой мир не нужен. А Трампу нужен. Он же не может их вызвать вдвоем в кабинет Путина и Зеленского и сказать: так, ребята, сидите тихо и слушайте, что я вам скажу. Мне сейчас надо разобраться с Китаем. Одновременно Украину и Китай я не потяну. Ну, просто, физически я это никак не потяну. А у меня еще Ближний Восток. А у меня еще Западный берег. Потому что... Да, Нетаньяху сегодня у Трампа. Да, Беня все равно туда пойдет, и он будет там все это шевелить.
Ну, это, понимаете, как вот на пороховой бочке танцевать всегда опасно. Понятно, что там все контролируется, понятно, что там очень много оружия, понятно, что Моссад провел там всевозможную разведку, оценил все варианты развития этих событий. Скорее всего, Трамп договорился с арабскими странами, что они не будут оказывать поддержку. Ну, фактически мы понимаем, окончательной ликвидации Палестины в любом ее виде на территории Израиля, да, или там на территории палестинской автономии. Там везде должен быть Израиль. То есть у Трампа задача тяжелая. И ему в этой ситуации украинский конфликт, который, кстати, может привести к очень нежелательным для Трампа последствиям. Последствия у него могут быть таковы, что может обвалиться фронт. Фронт может обвалиться, все может пойти не так. Я вам могу сейчас сказать, там, что в России идет ужесточение воинского учета. И что с 1 января 2026 года все получат повестки уточнить свой воинский учет. Ну, то есть, приблизительно начнется такая же ситуация, которая в свое время украинский ТЦК проводил с этим уточнением отчета и так далее. И есть уже свидетельство того, что сейчас всех наших граждан, новоиспеченных граждан из Центральной Азии, в том числе, просто задерживают прямо в аэропортах и дают возможность им стать на воинский учет. То есть вы понимаете, как, да? То есть человек пришел в аэропорт, летит к себе в свою Среднюю Азию. Ну, сейчас же на Новый год улетает, что им здесь делать? Здесь 15 дней выходных. А ему говорят: нет, ты сначала стань в военкомат на учет. Ты же кто? У тебя паспорт, Россия написано, ты гражданин. А раз ты гражданин, стань в военкомат на учет. А ты там не стоишь. Он говорит: так я на самолет опоздаю. Ну ничего, на следующем рейсе улетишь. Иди в военкомат, он с 8 утра работает, стань там на учет. А когда человек приходит в военкомат, становится на учет, ему моментом припаивают повестку. Понимаете? Это о чем говорит? О том, что Россия готовится к длительному миру на 100 лет? Или о чем-то другом? Ну, ровно Наверное, так о же, чем... как вчера разошлась информация, что премьер-министр Украины Свириденко подала в Раду проект о том, что в каждом селе теперь будет ТЦК. Ну, то есть вот эти пункты, они теперь будут полноценные в селе ТЦК. Хотя уже села, ну, в общем, прошерстили капитально. Выпотрошены, да. Но мы с вами знаем, что приблизительно 1,5 миллиона человек сидит по подвалам. Ну, мы знаем это. Я просто знаю. Я знаю, что делают схроны, подвалы с длительным обеспечением водой, продуктами, потому что СЗЧшники, они же, знаете, сами себя не накормят. Надо же как-то это все делать. То есть, о чем это говорит? О том, что мы с вами, скорее всего, и как бы Рэба Шмуэль Каменецкий, который 15 января обещал нам рассказать о мире. Но, в принципе, такие были планы. Да? Ну, такие были планы. И, кстати, Шмуэль Каменецкий, Шлюбавичский Рэбе, то есть, это Хаббат. А, собственно, Трамп, его зять Кушнир и так далее, это тоже Хаббат. И понятно, что эти планы как-то могли попасть вот этому Каменецкому, да, который нам поведал о них. И понятно, что сейчас, если вообще встреча Зеленского и Трампа закончилась ничем. Просто Трампу очередной раз выйти и сказать, что мы уже так... Ну, он сказал, что мы очень хорошо поговорили, мы так продвинулись, потому что вот эти там 20 пунктов Зеленского, ни один из которых не устраивает Путина абсолютно, да, и требования Путина, который ни в каком виде Зеленский не хочет воспринимать, о том, что оставить Донбасс, Трамп решил поступить так. Трамп разговаривал с Путиным по телефону. Поэтому это он не первый раз разговаривал, там больше часа, час 15 минут. Он разговаривает с ним постоянно. И вот если вы помните, с какого-то момента Россия изменила тактику своих ударов по Украине, да? Потому что до сих пор они были не скоординированными, сейчас они вполне понятные. То есть бьют по вообще самой возможности, по логистике, по самой возможности длительно продолжать эту войну. Это первое. Второй момент. И, кстати, это подтверждает выступление Трампа и ответы на вопросы вот как раз на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским. Что Трамп ответил, когда у него спросили: Дональд, а вот там Россия что-то очень сильно там стреляет, ну, в последнее время, ну, вообще кошмар творит. Вы же понимаете, что в любой подобной ситуации, если бы это случилось в 2022-2023 году, ну, вот такие вот налеты, как сейчас, да, что буквально людей просто оставляют без тепла, воды, отопления, электричества.
Он должен был что? Озабоченность выразить какую-то? Ну, правильно, он же должен солидарность какую-то был выразить, да, потому что Украина – это военно-политический союзник США. А что он сказал? А я, говорит, слышал, что там Зеленский тоже стреляет по России. Ну, и причем так больно стреляет. То есть, Трамп, скорее всего, договорился с Путиным о том, что поскольку пункт передачи остатка Донбасса Российскую Федерацию, то есть вывод украинских войск с оставшейся территории Донецкой области, ну, про Луганскую я молчу, там уже нечего выводить, хотя и там есть откуда выводить немножко, это никак не может устроить Зеленского, и Зеленский ему это один на один объяснил, что я это не могу принять. Ну, то есть, это как бы конституционно это будет неправильно. И для меня, если вы хотите оставить меня как своего партнера по Украине, ну, я не выживу, если я это сделаю, если я отдам эти земли, да. Ну, потому что есть миллион военных, которые это могут не понять, ну, и другие там граждане. То Трамп сказал: слушай, Владимир, давай-ка забирай эти земли сам, потому что, да, мы еще потянем с переговорами, а ты пока под шумок быстро забирай. Ну, Владимир имеется в виду Путин. Да, Трамп просто сказал Путину: Путин, ну, блин, ну, видишь, этот вопрос, это камень преткновения, вот эти земли. Мы можем остановиться по линии разграничения, но Россия никогда не подпишет ничего, пока не получит весь Донбасс. Поэтому он сказал: слушай, забирай там эти Краматорск со Славянском, да, уже там сколько можно, уже 10 километров осталось до Краматорска. Все, вот на сегодняшний день, вот сейчас мы с вами говорим, осталось 10 километров до Краматорска, там эвакуация из Константиновки сейчас идет, последний уже там, последних людей вывозят, которые хотели остаться, ждуны, подождать, а потом поняли, что там никто никого не разбирает, просто артиллерия убивает всех. Она не спрашивает, хочешь ты подождать или не хочешь, да. Ну, и их... И, в общем-то, в Краматорске им тоже делать нечего, потому что вот в ближайшее время тоже та задача, которая поставлена вооруженным силам России, это, конечно, полностью занять Донбасс. Полностью. Да. И вот когда эта ситуация она будет решена, и когда в требованиях России исчезнет требование к ВСУ освободить эти территории, тогда фактически это самая главная такая красная линия, через которую не может переступить Зеленский. Тогда, наверное, можно будет что-то подписывать. Какой-то мир там. Неважно какой, но хотя бы это можно будет подписывать. Поэтому сейчас кулуарный договор такой. Поэтому Путину, грубо говоря, не то чтобы разрешили, а дали такой карт-бланш. И, естественно, были проведены несколько совещаний в Кремле, и военно-политическое руководство собиралось, и с Генштабом, и с министром обороны. И они приняли план, как это можно сделать, как это можно осуществить до весны. Мир вот этот должен быть подписан весной. Не сейчас, сейчас ничего не будет подписано. Все очень просто сделать. Значит, нужно ударить по логистике. А логистика это прежде всего это топливо. Ну, понятно, и военная логистика. Это море, это Одесса, соответственно, там все выжигают, чтобы не было топлива, чтобы как-то ослабить. И нужно производить военное давление на других участках фронта. Для чего? Для того, чтобы Сырский мобилизовал военные силы на гашение пожара на других участках фронта, чтобы освободить Донбасс. Возможно, там же, вы же понимаете, что в высшем военно-политическом руководстве Украины есть разные группировки, которые не владеют всей информацией и почему-то считают, что Трамп вот-вот расправится с Зеленским. Ну, в смысле, посредством вот этих самых демократических каких-то там выборов. Я могу сказать, что это разговоры, потому что Трампу выборы не нужны. Трампу вообще не нужны выборы. Более того, они не нужны Путину. Потому что Путин прекрасно понимает, что через выборы Зеленский просто хочет потянуть время, максимально заболтать ситуацию и, значит, получить возможность какой-то передышки, какой-то перегруппировки. Поэтому сейчас удары будут нарастать. Российский ВПК работает. Идет увеличение выпуска дронов и ракет практически ежемесячно. Просто строятся новые линии, набираются новые люди, появляются новые вакансии. И Россия будет максимально раздалбливать всю, значит, логистику военную, всю инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс. Потому что сегодня опять лупили целенаправленно по оставшимся в живых ТЭЦах.
Уже про левый берег и Бровары уже говорить нечего. Там все очень плачевно и печально. Да? Там же в последние годы Бровары был такой районный центр раньше. В последние годы понастроили там этих 25-этажек, высотных домов, в которые уже, как во все новые дома, даже газ не проводится. Потому что там, где есть газ, да, ну, там можно выживать. Там уже люди таскают баллоны на 25 этаж. Без лифтов там по двое суток нет электричества. Понятно, что просто устраивают невыносимые условия для того, чтобы украинское руководство гасило пожар, то есть идет давление на Зеленского. Но ни в коем случае никто не хочет ни убивать Зеленского, ни снимать его с должности, не лишать его власти. Нет, Зеленский очень устраивает Соединенные Штаты, что бы там Трамп ни говорил. Более того, я вам скажу, если бы он не устраивал, Трамп бы ему устроил игнор. Он бы его просто не принимал у себя в доме. Вы представляете, это Мар-а-Лаго, это то место, где он живет. Это его резиденция личная. Он бы не устраивал прием, теплый прием Зеленскому в этом своем доме. Если бы все было так, как многие считают, что Зеленского вот-вот поменяют и будут какие-то выборы. Нет, не поменяет, не будет. Это мое мнение. К чему тогда он предположил, что может поехать в украинский парламент и там выступить перед депутатами? Это к какому пункту? К тому, что подсоединить территории? Нет, я не думаю, что Зеленский будет уговаривать депутатов согласиться с тем, чтобы отдать территории. Вы же понимаете, что этот вопрос, он имеет две стороны. Это вот, во-первых, политический, а во-вторых, юридический. Ну, что значит отдать? Ну, подпишет Зеленский какую-то бумагу, по которым отдали эти территории. Вот эти все разговоры о создании там свободной экономической зоны, вопрос, вы же понимаете, можно назвать все, что угодно. Вопрос, чьи военные там будут стоять на этой зоне? Ну, на блокпостах будет, чьи военные стоять? Та зона и будет, понимаете? То есть, это все конструкция, она неосуществима. Поэтому ему сейчас нужно как-то протянуть время. Ему сейчас нужны очень жесткие основания для, к сожалению, ужесточения мобилизации. И это точно, потому что это именно то, что требует Трамп, это именно то, что требуют европейские партнеры, которые на бумагах выделили 90 миллиардов, на самом деле их нет. И это очень большая проблема финансовая. И созданию финансовых проблем администрации Зеленского руководит созданием этих проблем сам Трамп. И через свои связи и связи Кушнера, а он, понимаете, он имеет определенные связи в Европе, идет давление через еврейское лобби на европейские силы о том, чтобы максимально задерживали, не давали денег. Идет давление на Зеленского. Ему показывают: Зеленский, или ты что-то подписываешь, потому что нам это надо. У нас Китай горит, ну хватит здесь уже, давай подпишем. Путин вроде как типа говорит, что да, я готов подписать при выполнении этих условий. Давайте уже эти условия с вами согласовывать. Давайте создадим рабочую группу. Давайте пусть от вас и от русских сядут люди, которые вместе скажут, как нам это все согласовать. Пока что камень преткновения один. Это оставшиеся уже фактически два крупных города Донбасса, Краматорск и Славянск, с которыми надо заканчивать, по которым надо заканчивать. То есть, решили закончить таким образом. Раз ни Путин не уговаривается, что давай мы не будем ставить Зеленскому ультиматум выводить ВСУ оттуда, ни Зеленский не уговаривается, и никак не могу отдать украинские территории. Ну, то есть, как бы остановка войны – это остановка по линии разграничения, вот по линии фронта, да. Ну, давайте этот вопрос как-то будем решать. А как бы, соответственно, Путин говорит: ну, я могу решить только военным путем. Да, но это и открыто говорит. Он открыто всем говорит, что не отдадите, мы военным путем решим. А от Трампа получил добро. А если он от Трампа получил добро, то тот будет всячески этому способствовать. Поэтому Украина сейчас, возможно, недополучит финансирование, потому что США поставили блок на финансы. С Нового года мы увидим повышение, наверное, цен на электричество до 10 гривен. Я так думаю. Хотя там за что повышать, там давали бы его. Хотя вот на Западе дают же. Вот. И будет ужасная ситуация с личным составом на фронте. Поэтому, но объявлять это сейчас, когда все ждут мира, это будет не понято. Потому Зеленского задача сейчас максимально
долго эту ситуацию тянуть, но фактически ему Трамп уже сказал, что Путин заберет Донбасс. Ну хорошо, И давайте так проиграем ситуацию. Мы же опять мы можем анализировать год, да, и Мгм. существенное как бы продвижение как раз-таки на том таки Донбассе были у российской армии. Это прям можно проанализировать, если за год карту открыть и посмотреть, сравнить, что было год назад, что сейчас. Плюс еще там, понятно, Днепропетровская область как новый фактор на других направлениях. Сейчас вроде как еще один участок на границе с Россией и Украиной. Российские войска зашли в два села. Как мы видели, это Гробовская, Сумская область, так еще два села. То есть мы понимаем, это все вкладывается в ваши слова о растягивании ресурсов и для Зеленского как повод мобилизовать. Хорошо, давайте просчитаем эту историю. Погибает условно там 1100, может кто-то пишет больше, в зависимости от того, насколько фортецей будет славянский Краматорск, и Путин выходит на админ границы Донбасса. В каком состоянии будет Украина, в каком состоянии будет Россия, Европа, и вы начали с Китая наш сегодняшний разговор. Сегодня там учения начались, знатные такие, прям окружающие остров Тайвань, масштабные, как принято говорить у украинцев, потужные. Причем я думаю, что мы долго еще там весь период учений будем смотреть кадры оттуда. То есть все очень серьезно. На самом деле Китай взялся за Тайвань на фоне вот то, о чем вы говорите. И в каком состоянии тогда после условной там сдачи Донбасса или падения Донбасса или захвата или освобождения, кто как применяет эти глаголы, в каком состоянии тогда будут все игроки, если на это отводится, ну, условный месячишка, другой, ну, может, там 2,5. Но, смотрите, есть еще один маленький нюанс, о котором мы не видим в открытом виде никаких сообщений и никаких требований с российской стороны. Ведь по Конституции России Запорожье и Херсон – это субъекты Российской Федерации. Все, они вошли, проголосовали, это субъекты. Как вообще, каким образом можно делать длинный мир, длительный на 100 лет, если субъект Российской Федерации конституционный находится, значит, не под контролем России? Ну, нельзя этот мир делать. Ну, очевидно, что нельзя. Ну, не будет никакого мира. Понятно? Поэтому сейчас США заинтересованы в том, чтобы этот конфликт заморозить на год, на два до решения вопросов с Китаем. Они очень заинтересованы, они будут к этому идти. Им плевать, сколько там будет. США вообще, честно говоря, вообще плевать. Даже если там, грубо говоря, если Путин возьмет Одессу, да, ему тоже будет плевать на это. В нынешнем состоянии решить вопросы с Херсоном и с Запорожьем, с городом Запорожье, да, там, ну, просто не представляется возможным, да, потому что, ну, как бы украинская армия умеет сопротивляться, это всем понятно, и при нынешнем развитии военной науки это сделать невозможно. Но что будет, если в каком-то виде будет объявлено, что переговоры не пришли ни к какому соглашению, то есть они, ну все, стороны не пришли к соглашению и решили там дальше как-то воевать. Что будет дальше? А я вам скажу, что будет дальше. Трампу по-любому до осени надо эту войну остановить. В любом случае он ее остановит. Ну, а раз не получается договориться с Зеленским, а Зеленского, я вам повторю, ни Зеленского, ни украинский парламент Раду никто не будет переколошмачивать, снимать, потому что это еще более опасно, чем отдать России каких-то пару областей. Слушайте, какая разница, с каких позиций Соединенным Штатам начинать войну с Россией? Ну, под эгидой Украины, да, через прокси Украину. А какая разница, с каких позиций? С вот нынешних, которые текущие сейчас есть, или с тех позиций, что Путин отнимет весь Донбасс, заберет Херсон, Запорожскую область и войдет даже в Одессу? Вот в настоящее время войти в Одессу российская армия не может, нет таких сил, ну, нет возможности это сделать. Но
Если предположить, что будет обвал фронта, самый настоящий обвал фронта, это когда рушится логистика, уже нет очагов сопротивления организованных, то есть есть какие-то батальоны, отдельные бригады, которые оказывают сопротивление, но и так все понятно, то тогда вполне они могут просто без боя ее взять. Они могут туда войти просто без боя. Потому что оказывать организованное сопротивление во время, когда не работает логистика, а мы с вами понимаем, что логистика это вообще чуть ли не самое главное. А самое главное централизованное управление стратегией и боем, это просто армия перестанет существовать. Вот сейчас там российские хакеры, есть такая хакерская группа «Берегини», вскрыли, когда российские войска заняли один из опорников, ну, просто оттуда ушли в ВСУ, потому что был огромный артналет, обстрел, они просто эвакуировались. Они взяли там несколько компьютеров персональных, взяли несколько ноутбуков, взяли рации там и так далее. И они их все внимательно посмотрели и вскрыли. Дело в том, что управлением стратегией и боем осуществляется по натовским лекалам. То есть, это полностью натовское ПО. Абсолютно, точно. Вот это американское натовское ПО. Дальше. Управление украинской логистикой осуществляется тоже в частности, очень большую роль играет Нова почта. Вот это, да, новая почта, она фактически... Почему? Потому что она очень хорошо организована на программном уровне. Потому что куда надо, ВСУ прекрасно знают. У них прекрасная логистика, прекрасное управление боем, они хорошо перекидывают резервы и ресурсы, они прекрасно все выполняются. Если предположить, что Трампу настолько необходимо сейчас разобраться с Китаем, что он ее отключит просто, а вы знаете, американцы это умеют делать. Потому что я посмотрел на те ноутбуки, которые лежали у них на столах, это там бывший IBM, сейчас Lenovo ThinkPad, они все работают с программными ключами. Если Трампу нужно будет заставить Зеленского что-то подписать, то он может заставить его в таком состоянии, когда обвалился фронт. Это не страшно для будущих планов США использовать Украину как прокси-силу для развала России. Это не страшно. Никаких вообще, никакой опасности в этом нет. Поэтому Трамп уже, в принципе, фактически отдал Одессу, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Херсон, Трамп отдал Путину. Но здесь есть подвижка и в понимании Кремля. И если раньше, допустим, мы берем начало 25 года, конец 24 года, Россия была готова остановить по этой линии, потому что, вы понимаете, у России тоже не безграничные ресурсы, да, и тоже есть определенные проблемы, не такие, конечно, как с Украиной, но тоже определенные проблемы есть с дефицитом бюджета. И самая главная проблема это вот с этой с живой силой. Да, добровольцы идут, да, там по отчетам 350-400 тысяч за год собрали, но это, собственно, не говорю, что там для ротации этого недостаточно, или там для восполнения потерь. Потери же есть, да, мы просто о них не говорим открыто, чтобы никого не бесить и не злить, и ничего там не нарушать, никаких законов. Нужен личный состав. А личный состав, никак не появится без централизованной, хорошо организованной мобилизации, как с одной, так и с другой стороны. Поэтому нам сейчас стоит ждать, что в каком-то виде наступит перелом, когда всем станет понятно, что дальше переговорный процесс ни к чему не приведет, и в этом виде нужно будет объявлять какую-то мягкую, я не знаю, как это сделать, вот эту мобилизацию с двух сторон. Скорее всего, Украина увидит призыв женщин и молодой контингент до 24 лет. Не знаю, в каком виде ограничен, например, 20-24, либо 18-24. Даже вот такое вот возможно. В таком случае приблизительно по предварительным данным по офису президента Украины будет мобилизовано от миллиона до 1 100 000, 200 000 молодых людей может быть мобилизовано. Поддержку организации мобилизации полностью берет на себя Запад. Потому что они сказали, что выборы, да, вот, кстати, выборы. Если бы на выборы объявили, например, там европейские страны, мы вам на выборы даем деньги, полностью финансируем. Так тоже ведь не дают. Да. Не объявляли. Причем украинская сторона кричит, что у нас нет денег на выборы. Дайте денег. Об этом никто не говорит. Так вот, подумайте, если бы логика проведения выборов укладывалась бы в логику, которую исповедуют европейские партнеры Украины или американские, Трамп мог бы просто росчерком пера отдать Зеленскому денег на выборы. Да? То есть Трамп бы мог его вызвать к себе в Мар-а-Лаго и сказать:
Зеленскому, что окей, мы находим деньги на выборы. Я прям проведу в Конгрессе, что Украина нуждается в свободных демократических выборах, останавливаем военное положение, приостанавливаем военные действия и проводим выборы. Но нет же, этого никто не дает. А вот на мобилизацию сразу же дадут деньги. Вот так. Европа просто со своих бюджетов напрямую перечислит. Если будет мобилизация объявлена, на это деньги сразу дадут. Кстати, здесь, знаете, нормальный такой логический повод задуматься, а какие же главные и настоящие цели партнеров Украины. То есть, убить 1 200 000 – это молодое поколение, это, в общем-то, надежда, это генофонд, тот, который остался на этой земле. Я молчу про то, что там 4, 5, 6, 8 миллионов, которые уехали. Они вряд ли вернутся, ну, может, 20% вернется. Те, которые ностальгируют там, или более старшие, или те, у кого родственники остались. 80% уже точно не вернутся. Если эта история протянется, эта трагедия протянется еще год-два, 80% беженцев никогда обратно не вернутся. Да? Потому что они готовы вернуться в ту Украину, которая была до февраля 2022 года, где ходили трамваи, троллейбусы, работали ТЭЦы, была логистика, и все было хорошо. А в ту Украину, которая будет после перемирия или того мира, который может быть заключен, люди не очень будут торопиться возвращаться. Но поймите, что когда у вас в декабре на улице -10, а у вас нет электричества и отопления, а сейчас, возможно, и разморозят некоторые системы там, ну, а ТЭЦ вы знаете, сколько надо строить? Я вот помню, был суперобъект, там 25-я ТЭЦ в Москве, года 4 строили, это стоит 2 миллиарда долларов. Стоило, сейчас это стоит дороже. То есть, когда, вот кто там будет возвращаться? Ну, только те, кто хочет погреть руки на восстановлении, там специалисты, которым будут платить большие деньги, возможно, они вернутся. А возможно, просто навезут из Пакистана, вы знаете, там много рабочей силы, и все это восстановит. Вопрос, для кого? И как это будет все выглядеть. Вот в чем дело. Поэтому говорить сейчас о каком-то мире, я думаю, что будет все именно это. Вот это подлинные цели европейских партнеров Украины. То есть, загнать на фронт 1 200 000. Но я вам скажу, что если Россия проведет свою мобилизацию, по моим данным, у меня есть некие данные, по моим данным, сейчас трудоспособных людей на территории Украины осталось около 14 миллионов, вообще все население не превышает 19. 19 это вообще это предел, это уже завышено, это даже те, кто в заграничных командировках уехал и никогда не вернется, их тоже сюда учитывают. А российский мобилизационный потенциал 154 миллиона населения. Понятно, что Россия может провести эту мобилизацию более жестко, и сейчас речь идет о 1,5 миллионов, ну, некоторые горячие головы говорят там 5 миллионов, то эта война, она просто закончится тем, что выбьют молодых, выжмут с территории Украины еще тех, у кого более-менее, кто мобильный, у кого есть родственники, кто может уехать, оставить. И вопрос тогда вот в чем. А для чего эта война? Для зачистки территории от живой силы, что ли? Для чего она нужна? Вот этот вопрос, как бы, люди должны себе сейчас задавать. Я вам просто говорю, не надо думать, вот знаете, очень многие украинцы думают, что вот как Зеленский там со своим новогодним поздравлением, чтобы он сдох там, что это все как бы типа Путин. Да нет, это не Путин. Это не Путин. Это такая сейчас глобальная ситуация. Да? Политика – это искусство возможного. И поэтому, если Трамп говорит, давай мочи его там до конца, забирай Донбасс, забирай все, что успеешь забрать, то есть, твоя задача до лета, то есть весной, мы должны это все дело остановить. Потому что сейчас он не хочет, он валяет дурака. Я с ним разговариваю, то есть, он не хочет, он упирается. Ну, естественно, его европейские братья. А европейским братьям они сейчас создадут проблемы. Они их создают уже. Американцы создают проблемы бюджетом европейских стран напрямую. Тем, от которых зависит финансирование Украины. И здесь даже дело не только в деньгах, что они, допустим, платят американскому военно-промышленному блоку, и военно-промышленный блок США поставляет вооружение для Украины. Здесь дело в том, что это все вооружение нужно сейчас для Тайваня. Это все вооружение нужно для Тайваня, потому что с Китаем они хотят вопрос решить. Если знаете, как Трамп работает, как с Венесуэлой. То есть, они еще пока не начали операцию военную против Венесуэлы, потому что очень сложно. Сейчас договариваются с Путиным. И, кстати, Венесуэла тоже присутствует в этой карте
глобальный, да, потому что как бы Путин, чем отличается от Зеленского? Путин ведет глобальную игру. Он входит в эту вот пятерку С5, он входит в этот самый БРИКС, он взаимодействует с Китаем, с Венесуэлой, с Кубой в том числе и так далее. И он глобальный игрок. Зеленский не глобальный игрок. Зеленский руководитель частной военной компании. Она именно является частной военной компанией, потому что финансируется за счет взносов иностранных государств. Я имею в виду вооруженные силы Украины. Но, Геннадий, да. смотрите, я бы хотел, чтобы вот мы проанализировали такую интересную деталь, в общем, последних дней. Угу. Значит, есть там в вооруженных силах популярный специалист по радиоэлектронной борьбе. Он тоже показал карту и выдал на гора свои инсайды о том, что военнослужащие ВСУ, о том, что в последнее время вот начали отрабатывать западную железную дорогу российские войска. Вкладывается все в ваше понимание происходящего ударом по логистике. Но из Беларуси, собственно, идет подруливание вот этих гераний, дронов по вот этим объектам. Попадают точно, летят метко, герани, они тоже модернизируются. Зеленский дал на днях, кроме вот этой всей последней, там, чего он заявлял, и то, что сейчас заявляет, что там с Донбасса никто не уйдет, и военное положение будет до тех пор, даже если все закончится война, но пока у нас не будет гарантий, будет военное положение, тоже сегодняшнее заявление, уже после встречи с Трампом. Он сказал, что мы дадим какой-то ответ по Беларуси. Там якобы на пятиэтажках антенны какие-то, не знаю, модули, маршрутизаторы. Что это может быть за ответ и какие его последствия? Никакого ответа не будет, но это просто надо понимать, он мог озвучить чье-то желание как бы добавить России еще одну точку, еще одну проблему, которую надо будет решать. Что касается антенн на пятиэтажках и так далее, там могут быть антенны, они могут быть рэбовскими, там могут быть какие-то модули для наблюдения, но то, что я вас уверяю, что пока они не стояли, герани спокойно себе летали во Львов, им не надо было Белоруссии вообще никак. Причем запускались там из района Крыма, и они очень далеко летели во Львов. Это все чепуха. Это просто к этому надо так относиться. Что никакого отношения белорусское политическое руководство к сопровождению российских дронов. Вы знаете, сейчас уже там второе и третье поколение пошло этих гераний, им вообще связь не нужна. Фактически, потому что в них загружены карты, они сами выбирают эти цели, и потом на территории Украины прекрасно работает Starlink, и даже модули Starlink на российских дронах уже были замечены. Да. Поэтому зачем антенна на белорусской пятиэтажке? Что там может, какая частота? 848 мегагерц? Ну, это, простите, 80 километров, 100, до Киева не добьет. То есть, какой смысл в этой антенне? Нет, какой смысл этих заявлений? Получается, надо... Кто первый развяжет второй фронт, понимаете? Я опять-таки опираюсь непосредственно на вашу аналитику. Вы говорите о том, что Украина будет набирать и грести как не в себя вооруженные силы, Запад будет платить, Россия готовится тоже к мобилизации в 2026 году. Получается, у нас x2, то есть умножить на 2. Сейчас численность с одной и с другой стороны. Как минимум на 2. Там вы рисуете другие сценарии. То есть поле боя одно. Может ли расширение численности перевести в расширение линии фронта и другие театры? Обязательно приведет, потому что, если вы заметили, с тех пор, как там Шойгу отправили в отставку и пришел Белоусов, в заместителях его он стал их менять постепенно, да, и стала меняться тактика.
И тактика поменялась. И вот эта тактика круговых укусов, множество игл, да, вы знаете, как она работает, потому что Украина находится здесь как бы с одной стороны в выгодном положении, потому что она внутри круга, и ей можно быстро перебрасывать силы к разным концам периферии, но Россия в силу того, что она больше и у нее больше возможностей, она будет продолжать кусать со всех сторон. Да, то есть она будет делать такие прорывы для того, чтобы украинская армия пыталась блокировать эти прорывы перебросом основных сил и отвлекала от других. Мы просто, если мы посмотрим, вот что изменилось в тактике изменилось следующее. Россия, как раньше во времена Пригожина, не берет штурмом города, крепости, фортецы, все эти бахмуты. Их уже больше нет. Россия просто обходит там, где нет укрепов, по тем местам и просто берет в клещи. А для того, чтобы туда не присылали подкрепления, она открывает дополнительные фронты. Ну, например, она в Сумах начинает какой-то, или в Харьковской области начинается какой-то подвоз. Поэтому я не думаю, что вот эти вот силы, о которых мы с вами говорим, там миллион, допустим, ну, будем брать миллион или 1,5 миллиона человек с каждой стороны, которые возникнут, что они тут же все выйдут на те же рубежи. Допустим, какой смысл, если там есть опорники, которые уже 3 года стоят, и Россия не может их подвинуть. Вот есть на фронте опорники, которые построены 3 года назад, и Россия туда просто не идет. Потому что она понимает, что это укрепрайоны, и там делать нечего. Какой смысл усиливать опорник личным составом? Никакого смысла нет, да? Украине есть смысл усиливать личным составом те места, где наблюдается прорыв. То есть, где нет опорников. А если там нет опорников, то это чистое поле. Как в такой тактике действовать? То есть, бросать бригаду в поле? Вы представляете, что такое бригада в поле при нынешнем развитии беспилотной авиации? Вот дронов. Ну, это просто под раздачу. Это, ну, мы уже видели эти все бригады в поле. Второй момент. Что делать России, если она увеличит численность вооруженных сил? Пока что этими вооруженными силами фронт движется. Медленно, в общем, позиционная война, но он продвигается. Если Россия увеличит количество, что нужно увеличивать количество штурмовых подразделений, то есть надо бросать в 2 раза больше людей на штурм каких-то объектов, которые являются укрепрайонами Украины. Но так точно так же они увидят те же беспилотники и тоже будут разрушены. Поэтому я думаю, что если эти новые силы появятся у России, то они будут применены там, где до сих пор Украина их не ожидала, где нет особых укрепов, где нет личного состава, и это будет работать вот множество ударов, да, допустим, если мы можем предположить, что там Путин согласует с Лукашенко, что можно с территории Беларуси вести какие-то наступления, ну, во-первых, Украина включит Белоруссию в список врагов, да, участников этого конфликта, они сделают, что Беларусь стала участником этого конфликта. Но неважно даже, просто я могу сказать, что в этом положении ситуация, когда Украина привлекает 1,5 миллиона и Россия привлекает 1,5 миллиона военнослужащих, для Украины она проигрышная, для России выигрышная. Почему? Потому что Россия начнет занимать новые... Украина сейчас не может занять новые позиции, то есть, потому что, ну, там на границе сделали свои выводы. Допустить Курскую операцию 2.0, ну, наверное, командование Украины на это не пойдет, потому что, ну, там уже все понятно. Атаковать какую-нибудь там Орловскую или Белгородскую область со стороны Харькова тоже уже не смогут, потому что там со стороны Харькова созданы уже военные плацдармы, и для того, чтобы их атаковать, их надо просто перевернуть. Поэтому я думаю, что это все приведет, если будет увеличение численного состава вооруженных сил Украины, естественно, в России пройдет мобилизация. И эту мобилизацию политическое руководство затребует сделать с коэффициентом 1,5-2. То есть мы просто получим еще большее кровопролитие с тем же негативным результатом, либо вообще с возможностью обвала фронта. Потому что, смотрите, давайте еще такой момент немаловажный. Вам любой военный человек подтвердит, что на 1 миллион сражающейся армии, да, приблизительно нужно 1 миллион вспомогательных сил. Это логистика и прежде всего логистика. А пока США не способны обеспечить Украине надежное ПВО, украинская логистика будет трещать. Одно дело, она сейчас не успевает снабжать там 700-800 тысяч военнослужащих ВСУ,
которые на всех участках фронта сражаются. А другое дело снабжать 1 миллион 800 тысяч. Логистики надо в 1,5, в 2 раза больше, в 2,5. И если эта логистика будет продолжать точно так же уничтожаться Россией, как она уничтожается сейчас, то есть будут бить по портам. Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему Россия не решила вопрос с Одессой, с мостом в Затоке и на Маяке в начале войны. Ну, это как бы... Это вот военные специалисты, которые, знаете, аналитики, которые работали в Генштабе, которые в военных институтах преподавали. Они выступали на независимых таких YouTube-канальчиках маленьких и говорили, а почему Бескидский тоннель до сих пор не разрушен? Мы же знаем с вами, что там помимо Маяка и Затоки, там есть еще 4 моста, да, там в Ужгороде, там в Черновцах. Есть 4 моста, которые можно просто разрушить и прекратить вообще сообщение. Почему России бы сейчас не долбануть 2 орешниками по Бескидскому тоннелю? Это же, ну, просто это легко сделать, и его очень тяжело отследить, пуск, и очень тяжело сбить, но почему-то это не делается. Потому что, я вам еще раз говорю, у всего есть политика, искусство возможно, у всего есть политическая необходимость, которая назревает. Вот сейчас эта необходимость назрела. Я когда смотрю сейчас на те удары, которые Россия производит сейчас, задаваясь вопросом, почему они не делали их раньше, а потому что получен политический приказ. То есть на это есть политическая воля. Есть политическая воля Кремля. И, возможно, я уверен абсолютно, что это согласовано с Соединенными Штатами Америки. Такая свобода дана. Помните, мы говорили о том, что Украине передадут дальнобойные ракеты, разрешат лупить по Москве. Ну и по крупным городам. Ну не передали же. Почему не передали? А потому что такая политическая воля была. Понимаете? Ну, во-первых, это было рискованно, потому что понятно, что эти ракеты будут наводить американские военнослужащие. Ну, не дадут ВСУ стрелять этими, значит, баллистическими ракетами или еще чем-то более серьезным. А в данной ситуации получена политическая воля и есть согласование с Вашингтоном о том, что Москве можно и нужно это делать. Поэтому Москва и будет это делать. Я как бы по моим прогнозам, значит, по украинской энергетике будут продолжены удары, и они будут продолжаться весь январь и весь февраль. Если сейчас по государственным компаниям энергопроизводящим нанесен ущерб, ну, по разным оценкам, от 50 до 75%, то фактически, ну, наверное, с ДТЭКом до 80 до 90% к концу января этот ущерб доведут. Ну, соответственно, возникнут проблемы. А что дает электричество? Я вот смотрю, вот мне там из Киева пишут, что люди уже с канистрами выстраиваются в очереди на АЗС. Да? Почему? Потому что им надо генераторы питать, им надо свои автомобили как-то заряжать. Это уже какая-то проблема с логистикой. И это еще пока до них не дошло, то, что разбомбили топливную логистику в Одесской области. Ведь это же сейчас, оно с задержкой идет. Везде же стоят эти емкости, вы знаете, да, 25 тысяч тонн, 50 тысяч тонн, где хранится топливо готовое, которое нефтебазы так называемые. Россия их не трогает пока. Да, хотя Россия могла бы разбомбить эти нефтебазы 50-тысячники, и тогда бы на заправках на АЗС Киева пропало бы топливо полностью. Но пока что это не делается. Я же еще раз говорю, что все можно сделать, но нет команды. Но политическая воля на то, чтобы закрыть вопрос с Одессой, она есть. И многие сейчас не верят в то, что Россия может войти в Одессу. Да, с боем войти не может. Десантная высадка тоже практически невозможно. Высаживаться не на чем там практически. А вот зайти без боя, из-за того, что там все рухнуло, оттуда побежал народ, и политической воли и руководства в Киеве не хватает эту ситуацию как-то купировать, вот из-за этого, да, и вполне может войти. Я в это верю. Да, еще один вопрос нашего сегодняшнего такого предновогоднего эфира. Это такие какие-то выводы по поводу мировой ситуации, но не геополитической, военно-политической, а, внимание, экономической. Что я имею в виду, Геннадий? Мы все помним, как условно ковид остановила война в Украине. Да. Это прям у всех, ну это все поняли. 22-й год, все, забыли про прививки. Там, колол ты тут, бустер, не бустер, ой, какая разница уже, всем плевать. Складывается впечатление, что что-то, соответственно, может резко, вот так же в одночасье, и всем будет плевать как, кто, чего и где. Плевать, потому что будет нечто новое.
В экономике 2025 года мы увидели очень интересный, неочевидно интересный всплеск цен на серебро. Сегодня новый исторический максимум. То есть 79 было, сейчас за $80 за унцию. Мы видели, что происходило с золотом на протяжении этого года. Тоже эти достаточно серьезные потолки. А ведь кроме абсолютно экономических, ну, таких, даже где-то скучных там каких-то выкладок, почему это произошло, есть же такие натуралистические. Складывается впечатление, что это тоже какая-то подготовка к чему-то очень серьезному, что вот может обрушиться на мир. Я имею в виду, ну, я не буду говорить там экономический кризис, крах, коллапс, но каких-то реальных, серьезных потрясений, которые начинаются уже вот сейчас. Иначе бы столько условное серебро так бы условно не стоило. Совершенно верно, вы прям в корень зрите. Я сегодня утром, кто не подписан, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я как раз опубликовал заметку, которая здесь была на Russia Post, заметка о том, что у нас происходит с рынком серебра. Смотрите, какая интересная ситуация. Во все времена, даже в библейские, была так называемая биметаллическая система, когда ходили серебряные монеты и золотые. Ну, золотые монеты – это роскошь, но тем не менее золото было, оно печаталось и во времена античной Римской империи. Мы знаем, да, что были вот эти самые реалы, серебряные и золотые монеты. Так вот, что интересно. Соотношение цены золота к серебру было 1 к 7 в те времена. Ну, то есть, золото стоило в 7 раз дороже. В 1792 году в биметаллической системе соотношение цены золота и серебра фиксировалось законодательно, а не определялось рынком. И в США оно составляло 15 к 1. Итак, на одну меру золота давалось 15 мер серебра. То есть была золотая монета, 1/15 это была вот как раз золотая монета, а 15 частей это было серебро. Знаете, какое соотношение цены серебра к золоту сегодня? 79 к 1. Представляете, насколько серебро обесценилось по отношению к доллару? Почему это возникло? Потому что, как мы все с вами знаем, есть так называемый золотой фиксинг, который там несколько лет назад прекратил официально свое существование, но он все равно существует. То есть цены на золото определяются в лондонском Сити. Просто сидят джентльмены, некие банкиры, которые определяют, сегодня цена на золото будет такая. И ее удавалось сдерживать очень много лет, поскольку было так называемый ксаус, вот этот бумажное золото. И точно так же было бумажное серебро. И цены на серебро держались на достаточно низком уровне, повторюсь, вот 1 к 80. Это причем серебро выросло, а было даже больше 100 соотношения. Представляете? И вот появилась такая очень интересная ситуация. Вопрос, а могли ли ее просчитать банкиры? Конечно, могли. А раз они ее могли посчитать, значит, они искусственно создали. Я позволю себе цитату, да? С чего началось? Началось с того, что инвестбанки и фонды создали на бирже цветных металлов в Нью-Йорке огромный пузырь из коротких опционов на продажу серебра при условии, что цена превысит $67,5 за унцию к 15 января 2026 года. То есть, если эта цена будет достигнута ранее, опцион считается созревшим, и компания, которая его продала, обязана предоставить покупателю опциона соответствующее количество унций металла по цене 67,5. То есть ничего не предвещало беды. Да, серебро выросло, но к тому моменту, когда опционы создавались, никто не рассчитывал, что раньше, чем 15 января, цена будет 67,5. Итак, эти опционы были созданы и проданы в момент, когда цена болталась на уровне $50 приблизительно. Поэтому они думали, ну, 67,5 там будет в январе, никакого риска они вообще не создают. Но в результате на рынках образовались обязательства поставить именно живые, знаете, как они работают, колы, пут, опцион. Нужно поставить живой металл, то есть в слитках,
при превышении цены, заложенной в опцион, в объеме, который в несколько раз превышает количество реально существующего и добытого за всю историю человечества металла. Представляете, какая у них жадность? То есть, порядки величины следующие. Опционы были заключены на 235 миллионов унций, а в наличии во всем мире все человечество за все тысячелетия добыло всего 28 миллионов тонн унций. Можете себе представить вот такую ситуацию? Но поскольку модель не предполагала достижения этой пороговой цены, никто из продавцов, понятно, не озаботился хеджированием. Вы же могли хедж купить на эту сумму. То есть, да, если не будет 67,50, я могу покупать обратный пут-опцион. Они этим не озаботились. И сейчас еще случилось следующее. Китай. Опять мы говорим с вами, что, запомните, Китай важнее Украины. Да, Украина это очень важно, но Китай важнее. Китай объявил запрет на экспорт серебра и прекурсоров, используемых при обогащении серебряных руд. То есть, мало того, что запретил экспорт, он еще не дал сырье другим афинажным компаниям, добывающим компаниям на производство этого серебра. Зачем он это сделал? Ну, не иначе, как специально. Ну, правильно же, это сделано специально. Так вот, с 1 января 2026 года, понимаете, Китай объявляет запрет. Еще не настало 1 января, до него еще пару дней. Поэтому мы еще живем. Они перешли на более новый и эффективный тип солнечных батарей. Сейчас же вы знаете, что солнечная энергетика в Китае превзошла всю мировую. В Китае солнце больше энергоресурсов вырабатывается фотовольтаикой, чем во всех странах мира вместе взятых. Так вот, этот новый тип солнечных батарей требует на 30-40% больше серебра для производства. И, естественно, Китай не хочет остаться в дефиците. И вот здесь-то оно и началось. Основной потребитель серебра, понятно, что это не биржа, а промышленность. И у производителей электроники и других изделий случилась паническая атака. И они кинулись на рынок скупать как опционы, так и физическое серебро в любых размерах. И в результате цены взлетели гораздо раньше, чем ожидалось. А серебра нет. Ну, на шанхайской бирже, вы понимаете, да, в Азии они сейчас, да, то, что вы сказали, цена $79, да, за тройскую унцию, она сейчас выше. Если вам надо реально купить серебро для производства, например, тех же солнечных батарей. Так вот, чем это грозит? Рассчитывать на падение цен серебра вообще мы никак не можем. Этого никогда не случится, да, потому что Китай продолжает скупать физический металл. И разница между потребностью Запада и возможностью мирового производства превышает 350 миллионов унций в год, что гарантирует рост цен, ну, приблизительно, вот смотрите, если мы говорим, что паритет сейчас 79 к 1, а во времена биметаллической системы в 1792 году он был 15 к 1. Я взял просто калькулятор, перемножил, да, поделил 79 на 15 и понял, что цена, справедливая цена на сегодняшний день это $395 за тройскую унцию. А закончится это, я вам скажу чем. Закончится это тем, вопрос, кто эти опционы создавал, кто в них играл, кто в них вкладывал. Создавали крупнейшие американские банки. JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon. Вот что они делали. И сейчас стоит задача такая. Либо покупатели скажут, хорошо, мы отказываемся от требований поставить нам физическое золото, но разве они откажутся? Никогда не откажутся. Почему? Потому что я подозреваю, что они все, эти покупатели, которые создавали эту опционную атаку, работают на разведслужбы Китайской Народной Республики. И они никогда не откажутся. Здесь вопрос в целом. Откажется ли Китай от того, чтобы обанкротить десяток крупнейших американских банков? Никогда не откажется. Потому что Трамп давил на Китай без учета вообще какого-то разумного предела. Вы понимаете? То есть тарифная война США против Китая, она была очень жесткая. Они просто отжали TikTok. Они закрыли рынки для Huawei, признали его коммунистическим. Да? То есть они создали целый ряд головных болей для Китая. И поэтому Китай от этого никогда не откажется. Чем это закончится? Двумя историями. Первое. Либо банкротятся крупнейшие банки США, что, я вам скажу, приведет к масштабному финансовому кризису во всем мире. Либо Трампу придется искать денег, создавать какие-то фонды,
которые будут эти риски, ну, как в свое время это было во времена всех кризисов, перекрывать. Но перекрыть все риски невозможно. Если мы с вами вспомним 2008 год, что было с праймами недвижимости, да, там Fannie Mae и все прочие компании, какие-то риски они покрыли, но в итоге разорился мощнейший и старейший американский банк. Все, Lehman Brothers. Все это закончилось именно этим. Поэтому я думаю так. Какой-то из крупных американских банков или два принесут в жертву, ну прям реально не будут покрывать. То есть они посмотрят количество опционов, на каком банке максимальное количество опционов висит, они их просто обанкротят. А остальным банкам дадут денег, чтобы те рассчитались. То есть они выберут, знаете же, кривая нормального распределения, да? То есть вот всего опционом на 350 миллионов унций серебра продано вот столько, но 3 крупнейших банка держат процентов 70 этих опционов, а оставшиеся 30%, ну, мы дадим какие-то кредиты, забросаем, и мы их выкупим. Но меня удивляет сумма. Давайте мы с вами возьмем, я вот прямо сейчас возьму калькулятор и подумаем, что 350 миллионов мы считаем, это 6 нулей, умножить на, допустим, цена будет $80. На $80. И мы с вами получим, что, ну, получится астрономическая сумма какая-то вообще. Не знаю, у меня не сходится, может, наши читатели, зрители, но ее можно покрыть. У Америки есть возможность, потому что они сами имитируют доллар, они эту сумму могут покрыть. Вопрос-то в другом. Покупатели не согласятся. Они скажут, дайте нам золото, дайте нам серебро в слитках. И здесь, ну, вот это трагедия будет. Это будет настоящая трагедия. Либо мы увидим цену серебра, которая подойдет к цене золота, типа $1000. Ну, не знаю, в моменте мы можем это увидеть, потому что даже те, кто владеет инвестиционным серебром или даже промышленные предприятия, за такие деньги, возможно, захотят распродать свои резервы. Но зато мы знаем заказчика, мы знаем, куда физически пойдет это серебро. Оно пойдет в Китай. Потому что, ну, Китай его использует. Поэтому я не исключаю, что вот этот серебряный кризис, давайте мы с вами дождем до времени экспирации контрактов 15 января, что мы с вами встретим Новый год с масштабным катастрофическим финансовым кризисом, прежде всего в США, ну и понятно, что и во всем мире. Надеюсь, что ответил. Геннадий был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. До свидания, Александр. Всего доброго. Да, друзья, всех с наступающим. Берегите себя и друг друга. Добра и света.